Приветствую всех на моем канале Петельки из Амстердама. Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. Сегодня я вам хочу показать на примере вот моей только что законченной работы, как можно красиво оформить край изделия. Вот здесь у меня оформлена где планочка, оформлены также рукава, низ изделия. Видите, вот все вот как бы плюс горловина, это получается такой как жакетик. Вот, поэтому здесь очень удобно использовать вот этот способ. Я вам сейчас покажу, как это делается. Делается это крючком, несложно, но требует небольшого терпения. Ну, еще вам хочу сказать, что вот это изделие я только что закончила. Кому нравится, это вот такой вот жакет для девочки в стиле Коко Шанель, он такой прямой, с широкими карманчиками, и сделала я его на кнопочках. Этот образец вязания или узор вязания, он очень хорошо держит форму, и поэтому удобно как раз для таких изделий. Ссылку на узор я вам тоже оставлю, и через недельку выйдет уже мастер-класс на моем канале по этому изделию полностью. Так что следите за моим каналом, если кому-то нравится. А теперь мы приступим к вязанию вот этого. Я покажу, как обвязывается вот так вот горловинка. Вот смотрите. Показывать я вам буду на отдельном образце. Так, может быть, проще будет, Вот смотрите, вы закончили условно рукав, закрыли все петли, и у вас осталась здесь нитка. Вы ее не обрезаете, и можете этой же ниткой начинать обвязывать рукав. Потому что мы обвязываем будет слева направо. Так как я уже ее оборвала, я вот сейчас закреплю другую ниточку здесь, в это же место. Вот. И теперь мы начнем обвязывать. Значит, мы делаем воздушную петельку. И теперь смотрим. Мы должны через петлю вводить в наше изделие. Значит, я буду для себя определю и буду вводить все время после красной петли. Вот мне, в общем, легко, потому что у меня цветной узор, вот все время после красной. Здесь после красной, здесь после красной. Это получается, значит, после красной серо пропускаю, после красной через одну. И что мы делаем? Значит, мы делаем сейчас накид. Потом я ввожу, сказала, после красной, вот в это место я ввожу, вытаскиваю ниточку. Опять делаю второй накид. В это же место я ввожу крючок, вытаскиваю еще один накид. Видите, у меня нитка неоднородная, поэтому очень сложно. Третий раз, еще раз накид. И опять в это же самое место. И вытаскиваю нитку. Все. Вот я такую комбинацию у меня на крючке. И сейчас я должна протащить свою нитку через все эти петли. Вот я беру нитку и аккуратненько протаскиваю через все эти петли. Вот. И делаю опять воздушную петлю. Дальше смотрим. Теперь я должна буду вводить опять после красной. Я делаю накид и ищу вот эту вот после красной. Сюда ввожу крючок. Раз. Опять накид. Опять в то же самое место. Два. И третий накид. И опять в то же самое место. 3. Вот у меня получилась опять такая же комбинация. Я протаскиваю свою ниточку аккуратненько через все петли. Вот она у меня вышла. И делаю опять воздушную петлю. И третий раз, еще раз вас покажу, делаем накид. Опять я после красной. Вот она у меня после красной. Раз. Второй накид. 2. И третий накид. 3. Опять я аккуратненько должна протащить нитку через все вот эти накиды. Не совсем у меня получилось. Вот, и делаю воздушную петлю. Все. Так мы делаем до конца
вот условно у вас полочка до конца полочки. И вот последний раз вы входите после красной, последний раз. Вот сейчас я это довяжу и покажу вам, как мы с вами здесь повернем, чтобы угол красиво можно было обвязать. Ну вот я подошла к краю, мне остался один раз еще сделать. Значит, накид, второй раз накид и третий раз накид. Теперь я протаскиваю крючок через все, делаю воздушную петельку, и мы здесь разворачиваемся, ну как бы поворачиваемся. Нам надо теперь обвязывать уже вот эту вертикальную часть. Для этого мы делаем что? Мы делаем опять накид, и я вхожу в то же место, где мы сделали последний раз вот по горизонтальной плоскости. Вот смотрите, раз, накид, туда же, 2, накид и туда же 3. И делаю через все это сооружение. Вот, потеряла петлю. Протягиваю теперь петельку через все вот это сооружение свое. Вот, делаю воздушную петлю. И теперь продолжаю как бы в эту сторону. Вот я смотрю, если здесь сделала серой, следующий опять я буду делать вот перед серенькой. Раз, второй накид. И третий накид. И воздушная петля. Все. И вот так вот вы продолжаете. Вот видите, мы повернулись. Вот у нас последнее было по горизонтали. И теперь мы... Здесь, наверное, так не видно, что пестрый очень получается. Да. Вот у нас была горизонталь. Мы повернулись и пошли по вертикали. Также через... Здесь уже через ряд. Если здесь было через петельку, то здесь по вертикали через ряд. Вот это способ, который я хотела вам показать. Он очень красиво смотрится, да? Вот, поэтому я буду рада, если кому-то пригодится. А на сегодня все. С вами была Светлана. Пока-пока.